Всем привет, с вами МША. Мы продолжаем серию припятских заметок. Сегодня с вами посетим дебаркадер, посмотрим на самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152. Да, даже в Припяти такая есть одна штука. Потом посетим станцию Семиходы. Ну, как сказать, посетим, мы ее издали посмотрим, потому что на действующей, естественно, там нам показываться нельзя. Вот. И снова сходим в сторону железнодорожного мостика. Все-таки попробуем заснять при дневном свете проходящую мимо электричку. Так что скучно не будет, как всегда. Пойдем гулять. Шел второй день нашего пребывания в Припяти. Серьезных целей мы перед собой не ставили и хотели просто прогуляться по окрестностям бывшего города атомщиков и посмотреть различные интересные места, некоторые из которых я вам уже перечислил. Территория вокруг Припяти изобилует различными брошенными действующими постройками, которые связаны как с ликвидацией последствий аварии, так и с жизнью до этой трагедии. Каждая вещь на территории ЧЗО несет свою историю, и гуляя по тем местам, я понимал, насколько мои знания ничтожны. Поэтому, приехав с поездки, я плотно принялся за ликвидацию своей безграмотности и засел за просмотр документальных фильмов и чтение различной литературы на эту тематику. К сожалению, далеко не обо всем есть конкретная информация, но я надеюсь, что с моими вставками-разъяснениями вам станет все немножечко яснее. Продолжим после краткой рекламы. Ограничение подвижности. Что может быть хуже для 24-летнего парня, которому сейчас бы строить семью, работать на благо нашей страны, познавать мир? На его месте многие сдаются, многие отчаиваются. Но Вадик Фокин не унывает. Ни от нашей медицины, ни от отношения властей к колясочникам. И пилит свой блог. Если ты думаешь, что у тебя все плохо, встань и пройди несколько шагов. Иные не могут и этого. Предлагаю вам подписаться на блог о жизни и силе воли. Я надеюсь, этот канал и его создатель смотивирует вас не опускать руки и жить достойно. Ссылки на своих привычных местах. А мы продолжим. Первое место, куда мы отправимся, это дебаркадер. По своему скудоумию я принял его за страшненький полуразвалившийся теплоход. Но я был в корне неправ, и только под конец моего нахождения там это понял. Впрочем, сами все услышите. Итак, дебаркадер – это плавучая пристань, к которой причаливает теплоход. Он предназначен для выравнивания площадок посадки и высадки. У теплохода полы могут быть выше или ниже уровня пристани. Плюс уровень воды меняется. Поэтому, чтобы пассажирам не карабкаться с теплохода по приставной лестнице, и сооружают такие плавучие площадки. Уплыть им не дают трассы оттяжки. Ну а плавучая пристань, которую мы посетим до аварии, скорее всего была пришвартована у речного порта и, судя по подписи, обслуживала теплоход, курсирующий на Выжгород. Ну вот так этот дебаркадер выглядит вблизи. Надпись на нем гласит «Выжгород». Чуть ниже табличка, видимо, «Купаться запрещено». Само суденышко уже знатно накренилось в сторону на один бок, на один борт. И, конечно, наверное, скоро тоже потопнет. Без полной остановки теплохода высадка пассажиров запрещается. Ну, сейчас по мере возможности чуть прогуляемся по нему и пойдем дальше. Вдали виднеется посещенный нами вчера грузовой речной порт. А конкретно на этот портальный кран мы как раз вчера и залезали на самый верх. Ну вот, такой вот он я. На этом кране, на этом портальном кране грузового речного порта города Припять. Блин, тут главное, чтобы подо мной железки эти не провалились все. И деревяшки тоже. Ну, видимо, здесь было оборудование. Самое, наверное, прикольное, что в качестве отопления здесь используются обычные вот эти вот батареи чугунные, гармошки. Жесть, конечно. Ходить надо не то, что аккуратно, а просто мега аккуратно, потому что досочки-то уже того. Они, конечно, хоть и под крышей, но боковой дождик все равно у них заливает. О, а здесь койка. Ага, куда капитан водил бравых дівчин с другого берега, с другого континента. Рассказать им о прелестях дальних походов. А вы о чем подумали? Вдали находится пристань речного вокзала, где раньше, скорее всего, и был пришвартован этот дебаркадер. Ну и вдали, кстати, видно как раз сам город Припять. А здесь, видимо, находилась дверь, за которой находилась панель с предохранителями. Ну и, видимо, это какой-нибудь амперметр.
Увидели веревку, которая идет от судна туда вниз. Подумали, что сетка. Так и оказалось, что сетка. В общем, какие-то умные люди додумались половить рыбу в этом заливчике и забыли. Но мало того, что рыба тут явно радиоактивная. О, одна сейчас уплывет. Нет, не уплывет. Так еще и как бы забыли про нее. Рыбу-то жалко. Сейчас будем вызволять ее наружу. Я оператор, а Серега спасает рыбу. Я снимаю сей благой процесс. Не, ну вообще люди, вы, конечно, странные какие-то. Рыба бедная думает, что ее сейчас резать будут. И пытается сопротивляться. Глупая. Тебе помогает на этот раз. Рыбку еще, по рыбке еще дозиметром бы пройтись, посмотреть. Ты ее опусти, чтобы она Да. дышала, а то она сейчас умрет сама. Да, она умрет скорее от удушья, от сетки. Опусти. Рыбка-то жирненькая. Ну правильно, ее тут практически никто и не ловит. Не, ну у людей, конечно, ума вообще нету, блин. Ушла. Пока помогал, не успел отследить, как она. Ну, в общем, одна выскользнула. И эту сейчас. Ну, сейчас и это тоже отправится в путь. Только сетку надо достать, чтобы заново не попало. А там, кстати, еще виднее ценное количество рыбок. Угу. Кирдык? Стой, стой, стой. Там еще дальше. Да пиздец их тут. Все будете, что ли? Мы как, блядь, Дед Мазай. Давай эту сетку обратно вот сюда на берег вытаскивай, Да, я знаю сейчас. чтобы она не перевешивала. Вот такие вот дела благие. Позволение продолжается. Мы уже рыбок 5, наверное, выпустили. А под конец там будет сом. Вообще жесть. Короче, самая разномастная рыба. Не знаю, что это такое. Серега уже аж даже порезался. В порыве страсти вызволяя ее. Ну что, острый? Совсем труба. Ну да. Нет, должен. Какая-то часть выживет из них. Ну вот такой вот он, красавец, сом. Привет. Мы, конечно, кормили в Припяти, точнее, вот в одном канале гораздо более жирненьких. Ну, вот такой вот, как он есть. Кстати, да, я так ради интереса измерю, сколько от него Давай. фонит. В режим измерения поставлю где-нибудь около головы. Держи его 15 секунд. Ну, от сомика 30 микрорентген, грубо говоря. Ну, не самая здоровая цифра, но и не самая большая. Ну что, благое дело, продолжаем. Сейчас мы сомика отправим купаться. Так что, господа, не будьте дураками на букву МУ и не делайте таких плохих вещей. Если уж рыбачите, то рыбачите нормально. Оп. Ну, он сейчас пока еще соображать будет. Тук, загрузка, активация систем. Ой, дайте ко мне пойти здесь. Да не туда, чего. Все, ты теперь хозяин его. Он устал, короче. Да, пускай пойдет отдохнет. Сети вымотали. Все, ушел на дно. Лайк Сереге за сомика. Ну и последний, выпутанный из сетки. Ой, он, правда, покоцанный очень сильно. Бедный пошел на дно. Да, интересно, как топор или все-таки как рыба. Вот такие дела. Мы полностью освободили сетку от заключенных рыб. Кто-то, может, скажет, что зря, мол, рыба радиоактивная, все равно ее там никто бы не ел. Но, с другой стороны, тот, кто ловил, зачем-то сеть бросал. Раз уж бросил, так уж изволь достать, а не оставлять рыбу мучиться. Испортим сетку, да, на будущее, чтобы никто ею не воспользовался в плохих целях. Серега порезал сеть очень сильно и унес ее куда-то в лес, потому что у какого-нибудь умника, который придет либо проверять сеть, либо просто погулять, может возникнуть идейка закинуть эту сетку просто тупо в воду, и рыба будет путаться в ее остатках. Ладно, сеткой закончили, сейчас закончим и по теплоходику. Это, видимо, окошко кассы, ну, маленькая, решетчатая, наверняка это касса. Ну, скорее всего, билеты там сидел кассир, а здесь выдавались билеты. Ну и здесь тоже места для пассажиров с детьми и инвалидов. Зал ожидания. Касса, зал ожидания. Естественно, находясь дома, я уже сделал некоторое поясняющее интро и обрел некоторое количество информации. А сейчас, конечно, я тут хожу догадками мучаюсь. То ли это реально теплоход, который плавал, то ли это было такое место ожидания, потому что, ну, надпись «Зал ожидания» гласит о том, что люди здесь ожидали транспорт. Ну вот, то есть это место не было транспортом. В общем, фиг его поймет. Ладно, идем дальше.
По пути к самоходной артиллерийской установке мы решили посетить гаражи, так быстренько посмотреть. Я все иду с фоном, измеряю фон, конечно, периодически он вообще какой-то такой невеселый, в районе 3 миллирентген. Я все тут искал, что это такое. Скорее всего, вот этот вот маленький шланчик, вот он черный шланчик, и поднося к нему дозиметр, мы сразу получаем в районе 12 миллирентген. От него веет. Мы взяли палку, выкинули этот шланчик на асфальт. Дело оказалось не в нем. Значит, скорее всего, сюда прилетела частица горячая, которая где-то здесь и осталась. Ну вот, сейчас посмотрим, найдем точное место ее расположения. Ну, в общем, вот этот вот маленький кусочек земли фонит. Мама, не горюй. Ладненько, сейчас давайте в какой-нибудь гаражик заглянем и пойдем дальше. Гаражи, как гаражи. Яма. Видимо, рядом сделан погребок. Да, здесь был продвинутый гараж, широкий, просторный, кирпичный. Можно было поковыряться в машине как следует, похоронить картошечку. В общем, мечта автолюбителя-дачника. Да и, честно говоря, я бы себе не отказался от такого гаража. Главное, что не очень далеко от дома. И причем это были стандартные гаражи, то есть... Обратите внимание, в каждом гараже яма, в каждом гараже погреб. И вот такая вот линейка гаражей идет. Внутри гаражей фон более-менее нормальный, в районе 100 микрорентген. Здесь, видимо, даже была мастерская у товарища. Но, к сожалению, он уже после аварии не смог продолжать своим любимым делом. Здесь. Ладно, чешем дальше. В деревянной будочке за стенкой спрятался олимпийский мишка. Опа! Символы Олимпийских игр 80-го года. Вверх ногами. В эту поездку, конечно, мы отхватим дозу немножко повыше, чем в прошлый раз, потому что приходится чаще ходить и больше по тем местам, где сильнее фонит. Иногда вот уровни до миллирентгена доходят. Но, с другой стороны, как бы мы находимся в них не постоянно. Фон этот хоть и довольно высокий, но тем не менее это не рентген, там не десятки рентген. Первая экскурсия, еще когда я ездил сюда легально, экскурсовод, который нам проводил эту экскурсию, намерял 2 рентгена в час от кусочка, видимо, ядерного топлива, которое находил, ничего, живой. И с учетом, что он сюда ездит чуть ли не каждый день на экскурсии, такой упитанный, розовощекий и довольный. Поэтому я считаю, что не так все это страшно, как это малюет. Но живы будем, не умрем. Как я уже рассказывал, если кто не смотрел МШО, есть такая тема, сейчас уже сам не помню, стохастический эффект, ну, в общем, вероятность заболевания, да, то есть если у вас есть риск заболеть раком, то, находясь в зоне сильного радиоактивного заражения, вы увеличиваете риск этой болезни. С другой стороны, она может развиться и отнюдь не по причине нахождения в этой зоне. Поэтому все это очень относительно. Чтобы появились прямые последствия облучения, это нужно, я не знаю, скушать кусочек ядерного топлива, ну, грубо говоря, очень сильно внешне облучиться или получить серьезное внутреннее заражение. Поэтому прямой лучевой болезни у меня явно не будет. Я не суюсь просто, да и тут и нету таких мест, в принципе, в зоне. Я просто себе только увеличиваю немного риск, там, может, возникновения каких-то заболеваний, и то это так, на уровне. Потому что если бы я, допустим, переночевал бы в том месте, где светит 13 миллирентген, это, я думаю, было бы уже не очень хорошо. А так, измерил, отошел, это не страшно. Поэтому, господа марафаги, господа те, кто наверняка будет писать в комментариях: а, дебилы, зачем они туда прутся, блин, там детей нету, блин, надеюсь, у автора есть дети, как там еще любят писать, надеюсь, там, или там автор дурак, лучше бы сидел дома, там, молчите. Вы, сидя на диванах, гробите свое здоровье гораздо сильнее, чем я, прохаживаясь вот так вот километр за километром по свежему воздуху. Так что, может, я еще более здоровым отсюда уйду, чем вы там на своих диванах. Так что, еще раз, марафаги молчат. А мы гуляем дальше. Ну и, конечно, одно из основных условий безопасности нахождения в таких зараженных местах – это ходить по дороге. В районе 700 микрорентген, 800 на дороге. И как только я дозиметр отношу за ее пределы, фон сразу подрастает в 2 раза. Даже больше. Поэтому ходить здесь лучше по асфальту.
Мы проходим мимо нового Припятского кладбища. Особо здесь задерживаться не будем, потому что фон здесь 1-2 миллирентгена, поэтому нефиг тут делать. Ну, кладбище как кладбище. Оградки, могилки, все довольно сильно заросшее. В метрах 150 от нас находится действующий объект Припяти. Это нефтебаза. Скорее всего, ее предназначение распределять привозимое топливо по потребителям стройплощадки, арки, ну и самой Чернобыльской атомной электростанции. Больше я, в принципе, предположить не могу, кому тут еще бензин может понадобиться. По словам Сереги, который сюда более-менее часто ходит, еще в апреле 2014 года здесь шли трубы теплотрассы. Ну, как вы можете увидеть, труб уже нет. И вот с таким вот пофигистическим отношением на Украине ко всему этому делу, конечно, немножечко опасаешься. Куда ушел металл этих труб? Где он будет перезалит, отправлен в Домны? В какие детали это отольется? Насколько они сильно будут фонить? Неплохой повод задуматься. Ну и, конечно, сколько было уже отправлено в доменные печи. Мы, соблюдая режим наглость номер 1, идем мимо производственной площадки нефтебазы и особо сильно не паримся. Кстати, арка уже относительно недалеко от нас, но туда мы не пойдем, себе дороже будет. Ну и вот мы дошли до этого места, до которого хотели. Вашему вниманию представлена установка ИСУ-152. Самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм, которая, кроме прочего огромного количества другой техники, участвовала в ликвидации аварии. Быстрые попытки найти информацию, для чего нужна была эта установка, привели на страницу, где было вкратце объяснено, что ею пробивали дыры в бетоне, то есть как бы кумулятивный снаряд, и проделывали отверстия. Но насколько это верно, я вам не скажу. Часть этих ИСУ, это не одна только ИСУшка использовалась, банально использовались как тягачи, потому что гусеница, ну и, соответственно, она очень тяговитая. Принята на вооружение в 1943 году, в ноябре 1943 года, немцы ее ласково называли консервный нож. ИСУ-152. Самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм на основе танка ИС, о чем и говорит буква И в названии. Не путайте с самоходкой Су-152 того же калибра, но на основе другого танка КВ-1С. Принята на вооружение 6 ноября 1943 года. Выпускалась ИСУшка до 1946 года на Челябинском Кировском заводе. Всего было выпущено 3242 экземпляра. И уж точно никто не предполагал, что спустя 4 десятка лет несколько из них будут участвовать в ликвидации крупнейшей техногенной аварии в мире. Увы, но стопроцентной информации относительно использования этих самоходок в процессе ликвидации последствий аварии так найти не удалось. Но, проанализировав несколько книг и статей, я пришел к выводу, что назначение их было разноплановое. И как тягач, все-таки у самоходки мощный двигатель и гусеничный ход, и для сноса зданий, о чем выразительно говорит фотография на экране. Тут сделаю отступление, что основной рабочей лошадкой была инженерная машина разграждения ИМР-2. Она оснащена необходимым навесным оборудованием, плюс дорабатывалась для работы в условиях высоких радиоактивных полей. Это поселок Янов. На ваших глазах он исчезнет. Исчезнет как населенный пункт, как географическое понятие. Но надо понимать, что стоимость современной на тот момент ИМР-2 выше устаревшей самоходки, и экономически целесообразно было использовать эти самоходки на непрофильных работах. И те, и другие все равно придется захоронить, но какая-то экономия уже будет. Для нас самое интересное – это использование ИСУ-152 по прямому назначению, как артиллерия. Дело в том, что для различных нужд, например, протаскивания бетоноводов или труб охлаждения, в довольно толстых стенах 4-го блока нужно было проделывать отверстия. Так как уровни радиоактивного фона были весьма высоки, то работать человеку длительное время отбойным молотком было нереально. Высокая, вот смотрите, она поползла. Вот идите сюда. Вот смотрите, что такое завал. Вот здесь в том
месте, где мы стоим, сейчас 10 рентген. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Поэтому обстреливали нужные точки зданий кумулятивными снарядами. Упоминание об этом есть в Чернобыльской тетради и книге Миронова «Необъявленная война». Здесь нет упоминания о конкретной работе этой самоходки, поэтому это только предположение. Поиск в интернете в основном приводит к тому, что хоть самоходные установки и намеревались использовать для обстрелов стен разрушенного энергоблока, но до этого не дошло. Оставлю эту загадку на ваш суд. Комментарии открыты. Если есть что сказать, пишите, не стесняйтесь. Махина впечатляет своими размерами. Просто даже вот смотришь на пайку, на это все, калибр, это просто жесть. Ну, в принципе, рядом со мной вы видите. Вот такие вот штуки, такие вот серьезные вещи, вы уж извините за съемку против солнца, использовались на ликвидации аварии. Мы сейчас с вами измерим радиоактивный фон, который находится на уровне этой установки, но в принципе он более-менее в норме. После тех миллирентген, которые мы хватали, 80-100 микрорентген кажутся просто копеечными. Еще мне нравится вот этот вот наплав металла, то есть сварка, которой соединялись бронелисты. Конечно, очень серьезно подходили к делу создания вооружения. Выглядит просто шедеврально. Вот такая вот она установочка. Такие вот артиллерийские системы на службе у ликвидаторов аварии. Чуть дальше находится еще что-то. Сейчас я быстренько подойду ближе, потому что здесь как-то вообще жестко палевно. И с него вам покажу. Не могу точно сказать, что это такое. Может быть, остатки какой-нибудь боевой машины пехоты. Но, скорее всего, сюда крепились ролики, которые натягивали гусеницы. Вот, потому что еще здесь участвовали боевые машины разминирования, ну и много чего еще. Ладно, я уже нахожусь совсем в опасной близости от действующего объекта, поэтому пошел-ка я подальше отсюда. И куча металлолома свалена. Кстати, параллельно забору нефтебазы идет высоковольтная линия 10-киловольтовая, ну и видно, что она довольно-таки свежая. Видимо, перекладывали относительно недавно для нужд Чернобыльской зоны. Ну ладненько, господа, чешем дальше. Ходим мы абсолютно без палева, в кавычках, но расчет идет на то, что зеленки много, и в случае чего мы просто быстренько будем сваливать в зеленку, а там уже ищи нас. Ищи ветра в поле. Следы копыт или чего-то такого рода. Ну, главное, чтобы это не был конный патруль. Хотя, в принципе, здесь ему делать нечего, они по лесам скачут больше. А это, насколько я помню, старая нефтебаза, соответствующие бочки хранения нефти, мазута, ну и такая довольно большая площадка с полосой отчуждения. Мало ли тут что разольется. А вот как раз сама защита от разлива. Бочки находятся в котлованчике, а такое большое расстояние от бочек до забора, видимо, связано с обеспечением пожаробезопасности. Ну, на самом деле, бочки как бочки. Более чем уверен, что они пустые. 30-е хранилище. Присутствует слабый запах горюче-смазочных материалов. Ну, впрочем, и ладно. Мы уходим. Так. Вдали виднеется вроде как заброшенный домик, но проверять мы это дело не будем. Пойдем дальше. Здесь лишний раз лучше не палиться, потому что повсюду идут различные строительные демонтажные работы. А мы уже в самом пекле, можно сказать. Ну, почти в самом пекле. Животные тут обитают повсюду. Даже среди этих демонтированных металлических конструкций. А подтверждение – такие вот кучки. Главное, чтобы это не были кучки от сторожевых собак. Тогда я точно, дубу дам, когда их увижу. Желтые значки. Вот там вдали виднеется, по ходу дела, опора. И на ней раньше висела линия продольного электроснабжения железки. Арка вообще близко. То есть вот так вот это все выглядит без увеличения. В общем, мы тут в логове врага ходим. Действующая дорога. Вообще жестоко палево.
Железка. Грузовик уехал. Ну, дорога действующая, это факт. Кстати, накат на железке присутствует небольшой. Я коротко поясню. Это железка, которая идет от Чернигова в сторону Овруча. Часть железки электрифицирована, по ней ходят электрички до станции Семиходы. Сама станция Семиходы находится впереди. А дальше основной путь от нее отделяется. Ну, раньше это был основной путь. И в ту сторону идет в сторону Овруча. Там станция Янов, ну и прочие железнодорожные ништяки. Станция Янов, она охраняется, то ли она распиливается, то ли еще что-то. Ну, в общем, чтобы туда более-менее нормально пройти, по мне так, ну, нужно, может, договариваться с этими с охранниками, иначе там постоянно лают собаки, и нормально нельзя будет походить. То есть с какого-нибудь угла это все дело снимешь, ну, в чем интерес, как говорится. Поэтому на Янов мы не суемся. Сейчас мы идем к станции Семиходы. Издалека снимем эту станцию необычную. Это горизонтальный лифт, так называемый на жаргоне. В питерском метро есть такие станции, типа Маяковской, Парка Победы, Московской. То есть это для защиты, чтобы всякие нелегалы там не проникали. Сделаны дополнительные двери, которые открываются одновременно с дверьми электропоезда. В следующей серии мы продолжим прогулку по окрестностям Припяти и посетим заброшенный бетонный завод. Это, видимо, главный резервуар воздушный, то есть сюда накачивается воздух. Изучим окрестности станции Семиходы. Обалдеть, реклама даже сюда добралась. Ну, а вот и горловина станции. Ну, как вы видите, по таким вот строениям. Выкупаемся в реке Припять. Оценим прибытие электрички. Вообще красота. Заруфим железнодорожный мост. Сидим на мостике, светим ножки. Вдали ходит мост, любимые виды. Насладимся великолепнейшим закатом. Прям все родные места уже, куда не поглядишь, однако. И пропорим ногу. Не возьмем, как туда долбануло. Жмите кнопку подписаться и ставьте оценки ролику. Это залог выхода новых видосов. До встречи!